Завод АвтоВАЗ закроется, если продолжит показывать убытки. Минпромторг поставил предприятие на карандаш. Для Волжского автомобильного завода сегодня созданы максимально комфортные условия. Я бы даже назвал их тепличными. Посудите сами. Китайские иномарки не могут конкурировать по цене с Ладой Грантой. Поэтому она каждый месяц занимает первую строчку в рейтинге продаж. Да и еще с двухкратным отрывом. Второе место пока еще прочно держит Лада Веста. Хотя ее и поджимают то Хавал Джолион, то белорусский BLG X50. Но так или иначе козырей у АвтоВАЗа заметно больше, чем у китайских автопроизводителей. Во-первых, это утилизационный сбор, который за последние годы поднимался неоднократно и будет подниматься вплоть до 2030 ежегодно. В конечном итоге его размер в ценнике иномарки превысит стоимость новой Лады Гранты. Например, если вы захотите в том самом 2030 купить себе автомобиль иностранного производства с объемом мотора от 1 до 2 литров, то размер утиля в цене составит 1 миллион 172 тысячи рублей. Если автомобиль старше 3 лет, то и вовсе 2 миллиона с лишним. Единственное послабление, которое до сих пор остается в силе, это покупка машины за границей для личного пользования и обязательно с мотором не мощнее 160 сил. В таком случае утилизационный сбор до сих пор остается льготным и максимально скромным, но это пока что. А вот покупать иномарки, которые завозят в страну дилеры, станет совсем невыгодно. Во-вторых, АвтоВАЗ точно никуда не выпадет из государственной программы льготного кредитования, да и других государственных программ, если они будут тоже. Более того, завод в Тольятти априори основной получатель таких бонусов, ведь именно он является главным продавцом гражданских легковушек в стране. Согласитесь, что при таких вводных данных предприятие попросту обречено на успех. Прямых конкурентов на рынке практически нет, утилизационный сбор компенсируется, государственная поддержка была, есть и будет. И тем не менее, реальность оказалась не такой гладкой, как выглядела со стороны. Сегодня глава Министерства промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин заявил, что завод не получил чистую прибыль в прошлом году. Не получит он ее и в нынешнем году. Более того, прибыль не ждут и в следующие 2 года. Да еще и со словами «минимум». Это автоматически предполагает, что чиновник поделился с нами наиболее позитивным и оптимистичным сценарием развития событий. Уже на этом моменте лично у меня в голове возникает легкий диссонанс. Как же так получается, что главный автомобильный завод страны, самый успешный в плане продаж своей продукции, да еще и с большим отрывом, рискует 4 года подряд оставаться с нулем в графе «чистая прибыль», а может даже и уйти в минус. Правда, мы этого не узнаем. Мы бы даже не узнали про эти 4 года, если бы не откровенность главы Минпромторга Самарской области. По той простейшей причине, что АвтоВАЗ не публикует данные о своих финансовых показателях уже несколько лет. Последний раз они это делали весной 2023 года, приведя цифры за 2022. В том году чистая прибыль предприятия упала на 86% с копейками, а выручка снизилась почти на 44%. Убыток перевалил за 4 миллиарда рублей, при том, что в 2021 АвтоВАЗ показал прибыль в 10 миллиардов рублей. Несмотря на тот факт, что сам Волжский автозавод перестал делиться с общественностью своей финансовой отчетностью, в Министерстве промышленности и торговли уверяют, что в 2023 году завод закончил без убытков. То же самое было сказано и про 2024. По итогам этого года без убытков навряд ли выйдет АвтоВАЗ. Все-таки заводчане планировали собрать в этом году около полумиллиона машин, а сумеют лишь порядка 300 тысяч. Не потому что рабочих рук или мощностей не хватает, а потому что рынку больше не нужно, не поглотит. Что грозит АвтоВАЗу? Закрытие или серьезное подорожание всего модельного ряда? Ждать ли гранту за 1,5 миллиона в базе? Нет, с вероятностью в 99% ничего катастрофического с предприятием не случится. Оно под крылом государства. И это не просто слова. К примеру, АвтоВАЗ входит в число предприятий с нулевой ставкой по налогу на прибыль.
как участник специального инвестиционного контракта. Правда, как мы уже знаем, прибыль до 2028 года и не ожидается. Но такая льгота может помочь уйти от дополнительных кредитов. Наверное, были или будут и другие меры поддержки. Допускать закрытие АвтоВАЗа категорически нельзя. Без работы останутся не только заводчане с главного конвейера. Риск нависает еще над 4 сотнями смежных предприятий, где трудятся тысячи человек. Поэтому я уверен, что автомобильный гигант из Тольятти останется на плаву. Подорожает ли Гранта и все остальные модели? Тоже нет, с вероятностью 99%. Почему? Потому что их тогда никто не сможет себе купить. Автомобили АвтоВАЗа покупают не в коллекцию и не для статуса, а чтобы передвигаться на чем-то, что не автобус, регулярно и с минимальными издержками. Подорожание на каждые 10 тысяч рублей, не говоря уже про 100 тысяч, очень болезненно встречаются всеми потенциальными и реальными клиентами завода. Поэтому здесь тоже ничего особенно государство менять не будет. На данный момент единственное, что им остается, дальше поддерживать АвтоВАЗ на плаву. Интересно, кто-нибудь считал и экономически обосновывал, во сколько обходится содержание ВАЗа государству, с учетом всех плюшек, включая нулевой налог на прибыль и льготные кредиты на его продукцию? И сколько государство недополучает, если бы рабочие, что задействованы на производстве, приложили свои руки в других прибыльных отраслях? В бюджетной сфере за предоставление какой-либо услуги бесплатно там, где должны платить, грозит руководству административным или даже уголовным наказанием. Но здесь государство. Оно же не накажет само себя за неэффективность расходования бюджетных средств. Согласен, для государства свое производство всегда выгоднее, чем зависеть от чужого. Но поддерживать свое выгодно до тех пор, пока оно не превращается в бездонную дыру. А АвтоВАЗ уже давно дыра. И Минпромторг поставил предприятие на карандаш. А как считаете вы, нужно закрыть АвтоВАЗ или пусть работают? Напишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. На самом деле Хэллоуин придумали фермеры, которые не могли избавиться от тыквы. С кабачком пока не прокатило. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.